Капли креатина, 4-я серия. Без названия будет ректором нашей академии, он же трехмерный. Да, папа сказал, что Министерство культуры уже приняло решение. Но как же наш план? Трехмерный ректор помешает. Действовать будем по плану. Мы приклеим ректора. В звездной студии без названия раздался звонок. Здравствуйте, я Динг, министр культуры и креатина звездной системы К. Мне поручено пригласить вас стать ректором нашей Академии художеств. У нашей звездной системы есть одна особенность. Мы живем в двух измерениях, но к третьему относимся с уважением. Спасибо за приглашение, я согласен. Звездная студия стремительно приближалась к границам звездной системы К. Разница между измерениями становилась все очевиднее. Никогда не был в двухмерном мире. Интересно, я тоже стану плоским. Крупная надпись «Академия художеств» на одной из лун не оставляла сомнений в том, что курс был выбран правильно. Без названия и звездная студия совсем не изменились, оставаясь трехмерными в двухмерном пространстве. Министр культуры Динг и студенты Академии художеств встречали нового ректора. Вот, это наши талантливые студенты, они очень стараются, мы очень их ценим. Это наша студия, у нас есть одна капля креатина. Студенты рисуют ее. Пока они рисуют, у них тоже немного креатина вырабатывается. К концу курса мы рассчитываем получить вторую каплю уже своего креатина. Очень интересная методика. А там вдалеке, наши двоечники, позор Академии, не хотят рисовать каплю креатина. Они негодяи, вы всех их исключите в конце семестра. Интересно, а можно с ними познакомиться? Без названия решил поближе посмотреть на двоечников и поинтересоваться их мнением о местной системе образования. Тут нечему учиться, преподавателей нужно всех уволить. Только свободное творчество даст креатин. Мы хотим пригласить вас на нашу выставку. Да, мне очень интересно. Двоечники отвели без названия на свою нелегальную выставку. Своими работами мы критикуем третье измерение. Считаем, что оно такой же отстой, как и второе. Вы нас, конечно, не поймете, вам только креатин важен. Очень интересно, а что это за квадрат? Модель Академия? Да, и эту работу можно понять, только оказавшись внутри ее. Коварные двоечники перешли к осуществлению своего плана. Ты намазала квадрат? Да, ему никогда не отклеится. Попался любопытный ректор. Это метафора рутины нашей Академии, однажды вступив, никогда не уйдешь. Как ни старался без названия оторваться от квадрата, ничего у него не получалось. Вы захвачены студенческим комитетом. Ваша звездная студия переходит в наше распоряжение. Покарауль его, а мы рисовать. Зачем вам моя студия, хулиганы? Звездная студия очень удивилась, услышав от студентов первое задание нового ректора. Вы уверены, что он велел вам нарисовать огромный половой орган на Луне? Да, задание такое. Тоже подумали, что странно. Студия, привыкшая доверять художникам, приступила к работе. Воображайте рисунок по очереди. Программа сбивается и получается криво. Не можем по очереди. Это коллективная работа. Пусть и криво, зато какой огромный. Жаль только, что в нашем двухмерном мире рисунок этот никто не сможет увидеть. Звездная студия напомнила увлекшимся рисованием двоечникам о важном условии контракта с корпорацией JBC. Если на рисунке не будет логотипа, то студия взорвется, сама превратившись в логотип. Какой логотип? Зачем логотип? Он же трехмерный. Нам такой никогда не вообразить. Это невозможно.
Звездная студия не обманула юных художников. Плоский космос озарила яркая вспышка взорвавшейся креациновой плазмы. В самом центре двухмерной звездной системы засиял огромный трехмерный логотип корпорации JBC. Взрыв креацина был настолько мощным, что вся Луна Академия художеств стала трехмерной, и все, что находилось на ее поверхности, сделалось трехмерным. Привычная плоскость звездной системы оказалась нарушенной. Двоечники тоже стали трехмерными. Нормально бомбануло, не нужно было такой большой орган рисовать. Ого, ну и толстый же ты в 3D, но себя посмотрел бы, хех. С наступлением трехмерности квадрат, на котором был приклеен без названия, преобразовался в прямоугольник, и без названия оказался стоящим на огромной черной стеле, высоко над поверхностью Луны. У стелы собрались студенты, преподаватели Академии и министр Динг. Что нам делать? Мы не умеем быть трехмерными, и весь наш мир двухмерный. Все наши родственники двухмерные. Как нам управлять объемной культурой? Без названия предложил выход. Если с помощью креацина все жители системы смогут представить свой мир трехмерным, то система КФТ станет трехмерной. Вы можете изменить свой мир с помощью искусства. С высоты своего постамента без названия наблюдал, как искусство стало преображать систему. Художники делали выставки, и жители системы расширяли свое представление о мире. Менялось на глазах. У стелы снова собрались студенты, преподаватели Академии и министр Динг. Мы решили оставить вас без названия тут навсегда. Будете памятником самому себе. Вы много сделали для нашей системы, это дань нашего уважения. Без названия стал уже серьезно беспокоиться о своей судьбе, но в этот момент из глубины пространства возник космический корабль, похожий на крупную художественную галерею. Из корабля появилась прекрасная галеристка. Я Ваана Ик, предлагаю тебе сотрудничать с моей галереей. Если согласен, прямо сейчас готова взять на борт. Или тебе понравилось быть памятником? Без названия был ошарашен заманчивостью свалившегося на него предложения. Но эйфория омрачал клей. Да, я согласен, но приклеен. И приклеен к этой стеле очень крепко. Прекрасная галеристка Ваана Ик успокоила без названия. А креацин ты пробовал? Капля креацина в момент растворит любой клей. Нет во всей вселенной лучшего растворителя. Без названия тут же воспользовался советом, и креацин сработал. Клей моментально стал растворяться. Свобода. Без названия поспешил подняться на борт галереи, радуясь, что движется вперед к новому плодотворному сотрудничеству. Ваана Ик решила немного уточнить: подробности твоей новой свободы мы обсудим на борту.